Всем привет! Вы на канале Textile Expert. А можно ли сделать классические джинсы, не покрасив ткань индиго или другим красителем? А зеленые худи или коричневую маечку? Оказывается, можно. И сегодня я расскажу вам о цветном хлопке. Не о покрашенном, а изначально цветном. Дело в том, что в природе, кроме оттенков белого цвета хлопка, существуют и натурально окрашенные сорта. Хлопчатник – это самый распространенный из натуральных волокон, который возделывается в тропической и субтропической зонах. Большую часть производимого волокна составляет именно волокно белого цвета. Хлопок же натурального цвета – это мутант белого хлопка. Натуральное хлопковое волокно ранее имело самые разные цвета, включая фиолетовый, коричневый, зеленый, красный и бронзовый. Некоторые из них существуют и поныне, а другие исчезли. Считается, что хлопок натурального цвета возник в Америке около 5000 лет назад, в Андах. Индейцы племени Мачика выращивали хлопок естественных цветов множество оттенков, которые они сохраняли на протяжении последних 2 тысячелетий на северном побережье Перу. Также цветной хлопок существовал до нашей эры и в Индопакистане, и в Египте. Дикорастущий хлопок вида Gossypium hirsutum имеет коричневый цвет. А вот беловолокнистые формы созданы уже селекционерами. Селекционные линии с окрашенным волокном появились примерно в середине прошлого века, но серьезно их никто не рассматривал. И естественный цвет хлопка достигается за счет пигментов, содержащихся в волокне, и дает оттенки от коричневого до зеленого и бордового. Натурально пигментированный зеленый хлопок приобретает свой цвет благодаря кофейной кислоте, содержащейся в целлюлозе вокруг внешней стороны хлопкового волокна. Коричневый и бордовый хлопок получает свой цвет изотониновых вакуолей в просвете волокнистых клеток. Оттенки цветного хлопка в каждой стране разные и могут меняться в зависимости от сезона, географического положения и из-за изменений климата. А цветные волокна более короткие по сравнению с белыми. Поэтому во время промышленной революции, когда были изобретены автоматические ткацкие станки, обработка их прекратилась. Белый хлопок медленно и неуклонно заменял их в текстильной промышленности, а цветной хлопок вымер на долгое время. В 1990 годам большинство цветных местных сортов хлопка, которые выращивались в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке, были полностью заменены белыми коммерческими сортами. Ну, кстати, в период Великой Отечественной войны из-за нехватки красителей выращивали и использовали растения зеленого и коричневого оттенков. В чем же особенность использования цветного хлопка? Поскольку цвет уже присутствует в волокне, хлопок естественного цвета не нужно красить при производстве тканей. А известно, что крашение – это самый дорогой процесс в производстве из-за высокого потребления энергии и воды. Для окрашивания и отбеливания белого хлопка требуется огромное количество красителей и химикатов, а покраска белой ткани обходится в 2,9 раза дороже, чем обработка хлопка натурального цвета. Помимо процесса крашения можно избежать и некоторых других технологических операций, таких как отбеливание или мягчение. В большинстве случаев достаточно обычной промывки волокна. А поскольку хлопок натурального цвета обладает высокой мягкостью, иногда не требуется и обработка смягчителей. В результате исключения этих этапов отделки дополнительно достигается экономия воды, энергии и химикатов. Очень важен и экологический аспект. Синтетические красители добавляют тяжелые металлы в окружающую среду и оказывают вредное воздействие на человека и дикую природу. Отказ от крашения может сэкономить до половины затрат по утилизации токсичных отходов красителей. По данным Unitextile, расход воды, необходимый для переработки в ткань 300 кг цветного волокна, составляет 1200 литров воды, а с белым волокном 9600 литров, то есть в 8 раз меньше. Это поможет помочь сохранить и водные ресурсы, которые во многих хлопкосеющих регионах очень ограничены. Химические вещества и синтетические красители производят значительное количество выбросов углерода, а хлопок натурального цвета поможет сократить эти выбросы парниковых газов. Кроме того, нужно не забывать про вопросы биоразнообразия. Некоторые виды цветного хлопка устойчивы к насекомым, к болезням, а также к засухе и солям. То есть это помогает снизить потребность в химических пестицидах, что приведет к уменьшению вреда нецелевым насекомым, дикой природе и экосистеме в целом.
а сокращение использования химических удобрений и более целенаправленная борьба с вредителями может способствовать оздоровлению почвы. Поэтому цветной хлопок часто выращивается методами органического земледелия. Из-за небольшого производства хлопка естественных цветов урожайность его меньше, но производителям платят более высокие цены за урожай. Сегодня средняя стоимость цветного волокна составляет около 3,1-3,2 доллара США за килограмм, а белого волокна чуть больше, чем $1,5 за килограмм. Производство одежды из цветного хлопка открывает огромную нишу для потребителей, которые предпочитают экоматериалы, это сейчас модно, полученный без использования химических процессов, с низким содержанием промышленных отходов. Такая одежда полезна для здоровья человека из-за предотвращения кожных заболеваний, таких как, например, атопический дерматит. То есть цветной хлопок отвечает всем канонам органического продукта, а при производстве не используются химические вещества. Хлопок натурального цвета не выцветает при стирке, как большинство видов хлопка, окрашенного традиционными способами. Эта уникальная характеристика была задокументирована при исследованиях в Техасском технологическом университете. Экотренд начала 90-х годов помог создать первоначальный спрос на рынке хлопка натуральных цветов и органических волокон. В 1992 году в США уже было выращено около 4000 акров такого хлопка. Но позднее этот тренд снизился из-за ограниченного рыночного спроса, и когда рынок экотренда и экомоды достиг своего пика в 1993-1994 годах, большинство торговцев начали уходить с этого рынка цветного хлопка, и в 1995 году почти полностью исчерпался. Почему же это произошло? Если с цветным хлопком все так прекрасно, почему же все мы не носим изделия, окрашенные в естественные цвета? Но дело в том, что у цветного хлопка есть проблемные вопросы. Во-первых, хлопок естественного цвета обладает меньшей длиной, чем обычный хлопок, имеет меньшую прочность волокон и более высокий показатель микронейра. Это такой показатель, который косвенно характеризует толщину и зрелость хлопкового волокна. То есть у цветного хлопка волокно толще и менее зрелое. Кроме того, у этих сортов обычно ниже выход волокна и урожайность в целом. Во-вторых, ограничено количество цветов хлопка. В промышленных объемах выращивают вообще всего только два: коричневый разных оттенков и зеленый. Белый же хлопок можно окрашивать в абсолютно любые цвета, оттенки, а ведь мода диктует широкий спектр ярких цветов для удовлетворения самых разнообразных вкусов потребителей. В-третьих, непостоянная доступность хлопка натурального цвета в необходимом количестве создает проблемы в цепочке производителей и продаж, нарушая производственные графики модных брендов. В-четвертых, фермеры неохотно соглашаются культивировать цветной хлопок из-за низкой урожайности и недостатков самого волокна. Производители же белого хлопка опасаются перекрестного опыления и загрязнения цвета своего хлопка, поэтому цветные хлопковые поля необходимо располагать на расстоянии от белого хлопка. Как же решить эти вопросы? Для этого проводилась и проводится огромная селекционная работа. Методы выращивания хлопка естественного цвета значительно эволюционировали с течением времени. В первую очередь благодаря достижениям в области генетики, селекции и агрономии. Нужно отметить, что развитие технологии получения цветного хлопка может потребовать много поколений растений для достижения стабильности цвета и качества волокна. А определенные потребители вообще категорически против экспериментов с генной инженерией. Некоторые же селекционеры используют исключительно традиционные методы селекции. Для выделения и выведения цветного хлопка используют следующие виды селекции. Первый – это скрещивание или гибридизация. Это фундаментальный метод селекции, используемый при производстве цветного хлопка. Метод предполагает контролируемое скрещивание двух растений с определенными цветовыми характеристиками для создания потомства с желаемым цветом. Все начинается с идентификации растений хлопка с желаемым цветом. Это можно сделать, наблюдая за растениями хлопка в поле, после чего выбирают те, которые естественным образом демонстрируют желаемую окраску. Далее проводится перекрестное опыление выбранных растений, чтобы внести генетическое разнообразие. Полученное потомство, известное как первое поколение, будет иметь смесь генетических признаков родительских растений.
Далее скрещивание продолжается в следующих поколениях растений для закрепления и усиления результата. Это может занять несколько поколений разведения. Как только будет получен стабильный сорт хлопка естественного цвета, можно увеличить производство и выращивать растения в больших масштабах. Второй метод – это мутационная селекция. Это метод, используемый для генетических мутаций в растениях при создании новых признаков. При мутационной селекции семена хлопчатника молодых растений подвергаются воздействию мутагенных агентов. Они могут включать химические вещества, например, этилен, метансульфат, или радиацию, например, гамма-лучи или рентгеновские лучи, или даже биологические мутагены. Мутагенная обработка тщательно контролируется, чтобы вызвать мутации, не вызывая чрезмерного повреждения ДНК растения. Цель – создать генетическую изменчивость в популяции хлопка. После обработки мутагеном обработанные семена проращивают и выращивают растения, которые проявляют желаемые естественные цветовые признаки, отбираются в качестве мутантов, и отобранные мутанты размножаются для получения стабильной популяции растений хлопчатника с новым цветовым признаком. Но также и агрономические методы играют важную роль в производстве хлопка естественного цвета, влияя на выработку и сохранение пигментов, ответственных за окраску хлопковых волокон. Каждый шаг от тщательного выбора сорта до специальной подготовки почвы способствует получению глубоких и ярких цветов, уникальных для этого сорта хлопка. Эти процедуры защищают целостность цвета на протяжении всего производственного процесса, вместе с тщательной послеуборочной обработкой и методами контроля качества. Например, австралийская исследовательская организация SCIRO использует генную инженерию для производства голубого хлопка. Они ввели два гена цветка анютиной глазки в растениях хлопка, и эти гены кодируют ферменты, ответственные за выработку синих пигментов, которые называются антоцианами. Полученные растения давали волокна светло-голубого цвета. Исследователям также удалось получить красные, золотые, фиолетовые и даже черные штаммы этого материала. Селекционеры Туркменистана скрещивали коричневое волокно низкого качества с длинным хлопком отличного качества для получения цветного коричневого хлопка с улучшенными показателями. Но реально возрождением цветной хлопок обязан ученый-селекционеру Салли Фокс из США, которую можно назвать пионером цветного хлопка. В 1982 году магистр по агрономии Салли Фокс в штате Аризона начала свою программу селекции с целью увеличения длины и качества хлопковых волокон естественного цвета. До этого момента белый хлопок считался превосходящим цветной, главным образом из-за лучшей длины и прочности. И вот уже к 1988 году компания Fox разработала гибриды цветного хлопка с волокнами достаточно длинными, чтобы осуществлять нормально их промышленную переработку. Успех в введении хлопкового волокна естественного цвета побудил Салли Фокс основать свою компанию Natural Cotton Covers Incorporation. Fox получила сертификаты на свои селекционные сорта хлопка и зарегистрировала торговую марку Fox Fiber. Из волокон разных оттенков коричневого и зеленого продаются изделия, полученные без использования химии, то есть полностью экологично. В 1984 году селекционер Реймонд Бёрд из Калифорнии продолжил дело Салли и начал экспериментировать с красным, зеленым и коричневым хлопком, чтобы улучшить качество волокна, и очень быстро добился успеха, увеличив длину волокна. И в 1990 году братья Бёрд уже основали свою компанию BC Cotton Incorporation, которая производит изделия 4 цветов: зеленый, коричневый, красновато-коричневый и мокко. Это такой цвет, похожий на коричневый. Когда американские селекционеры добились успеха, интерес к цветному хлопку появился в Китае, Израиле, Бразилии, Перу, Греции, Турции. Со временем к ним присоединились и другие страны. Сегодня фактически около 30 с лишним стран проводят исследования по выращиванию цветного хлопка разных цветов. В процессе исследования добавляются новые цвета: серые, красное дерево, оранжевый, розовый, синий и так далее. Сейчас эти исследования находятся на разных стадиях генетических экспериментов. Поговорим о свойствах цветного хлопка, что же в нем особенного, кроме цвета. Одним из важнейших показателей хлопка является длина волокна.
Как правило, все сорта цветного хлопка Upland короче, менее прочные, чем обычный белый хлопок, и имеют более низкое значение микронейра. Например, прочность волокна египетского сорта Гиза белого цвета составляет 34 см на текст. Длина коричневого хлопка колеблется от 26,5 мм до 28,9 мм, то есть это средневолокнистые сорта. А у белой Гизы начинаются от 33 мм, это длинноволокнистые сорта. Самые высокие значения длины цветных волокон наблюдаются у зелено-волокнистых сортов длиной почти до 30 мм. Показатель микронейра колеблется от 3,1 до 3,3 для коричневого хлопка, а процент зрелости около 68%. Также довольно высокий индекс коротких волокон у цветного хлопка, 18% для коричневого и 12,3% для зеленого. То есть по всем показателям белый хлопок показывает более высокие результаты. Затем следует зеленый и коричневый хлопок. Но если рассмотреть разные виды хлопка с помощью сканирующего электронного микроскопа, то видно, что между ними нету очевидных различий, независимо от того, окрашены они или нет. Что касается урожайности, то для египетского, например, хлопка она существенно не зависит от цвета. Однако выход волокна из коробочки у белого волокна выше. Выход волокна – это отношение веса волокна к общему весу хлопка сырца. Наибольший выход показал коричневый сорт 36%, а наименьшие зелено-волокнистые сорта где-то 18,3%. А у белой Гизы этот выход 38% и выше. Исследования, проведенные в Техасском технологическом университете, подтвердили гипотезу, что цвет, присущий хлопку натурального цвета, не тускнеет при стирке, а наоборот становится более сильным и насыщенным. Целью исследований было оценить влияние моющих веществ, разных, с оптическими отбеливателями, фосфатами, хлорных, бесхлорных отбеливателей, на сохранение цвета и долговечность тканей, изготовленных из цветного хлопка. Сравнивали зеленый, коричневый, красный и классический белый хлопок. Ткани оценивались по стойкости к стиранию, прочности, стойкости цвета к стирке, к свету, изменению размеров, кислородному индексу и даже устойчивости к пилингу. Обычные окрашенные ткани выцветают или меняют цвет после стирки, так как средства для стирки содержат множество ингредиентов, предназначенных для удаления загрязнений, отбеливания или осветления цветов. Все ткани стирались 20 раз, после чего оценивались их показатели. Ткани из цветного хлопка показали себя лучше по стойкости к стиранию по сравнению с белым хлопком. Потеря веса из-за стирания была минимальна для всех тканей. Но ткань из белого хлопка Пима имела значительно более высокую прочность, чем все ткани натуральных цветов. После 20 стирок цвет ткани из красного хлопка практически не изменился. Коричневый стал немного светлее, а зеленый стал коричневатым. Все ткани естественного цвета имели более высокие значения кислородного индекса, чем белая Пима. Причем красный хлопок естественного цвета имел самое высокое значение кислородного индекса, и получается, что цветной хлопок является более огнестойким по сравнению с белым и даже может использоваться для обивки салонов машин или самолетов после соответствующей пропитки. В результате было установлено, что после 20 стирок в наименьшей степени изменились свойства ткани из белой Пимы, затем коричневая, красная и зеленая расцветка с самой низкой оценкой, указывающей на самые большие изменения. Поэтому для ткани из цветного хлопка лучше рекомендовать отбеливатели без хлора. Некоторые цветные хлопковые ткани темнеют под воздействием света, однако зеленый наиболее чувствителен из них к свету и постепенно меняется на коричневый. В то же время цветной хлопок более устойчив к вредителям, различным болезням, засолению, засухе, потребности в экологически чистых удобрениях, инсектицидах при возделывании гораздо меньше. Исследователи также оценили и антибактериальную активность хлопка натуральных цветов. По сравнению с белым хлопком, коричневый проявил превосходную антибактериальную активность со степенью снижения 89% и 96,7% при контакте с двумя видами бактерий – золотистым стафилококком и клебсиелой пневмонией соответственно. Кроме того, пигменты в цветном хлопке обеспечивают защиту от ультрафиолета для потребителей, которые носят такую одежду.
Но мир сталкивается с такими проблемами, как рак кожи, генетические изменения, нарушение иммунной системы из-за чрезмерного воздействия ультрафиолета. В хлопке зеленого цвета присутствует кофейная кислота, которая обладает защитой от ультрафиолетового излучения благодаря своей способности поглощать его. Коричневый же цвет хлопка обусловлен наличием таниновых вакуолей в просвете волокна и развивается только тогда, когда коробочки хлопка подвергаются воздействию обильного кислорода и солнечного света. Эти натуральные пигменты играют жизненно важную роль в защите от ультрафиолетовых лучей. Простой белый хлопок не защищает от ультрафиолетового излучения, поскольку коэффициент защиты колеблется от 3 до 5. Ткань считается солнцезащитной, если значение этого индекса составляет более или равно 15. Например, для коричневого и зеленого хлопка зарегистрировано значение 28 и 29, соответственно, даже после многократных стирок. Ткани из цветного хлопка заслужили рейтинг защиты от солнца от хорошего до очень хорошего. Кроме того, цветной хлопок обладает большей антиоксидантной способностью, чем белый, а антиоксиданты ремонтируют клетки, поврежденные вредными свободными радикалами. Что же сегодня происходит в мире с цветным хлопком? Производство хлопкового волокна составляет от 25 до 30 миллионов тонн в год. В отличие от белого хлопка, хлопок естественного цвета выращивается на небольших площадях по всему миру с годовым объемом производства всего 0,1 миллиона тонн, то есть 100 тысяч, или около 0,2% от общего производства хлопка. Ведущими странами-производителями цветного хлопка в мире являются Китай, США, Индия, Пакистан и Узбекистан. Первое место в мире по производству природно окрашенного хлопкового волокна традиционно занимает Китай, где площадь посевов таких сортов в провинции Синьцзян достигает 200 тысяч гектаров, что составляет почти 60% мирового производства цветного хлопка, это около 30 тысяч тонн ежегодно. На китайском рынке цветные волокна используются уже более 2 десятилетий. Иногда урожайность этих линий была настолько успешной, что Министерство сельского хозяйства Китая присвоило Синьцзяну титул «Родина цветного хлопка». Синьцзян занимает первое место в Китае по объему производства цветного хлопка. Там выращивают 4 из 9 зарегистрированных во всем мире сортов цветного хлопчатника. Китайцы даже в Азербайджане умудрились вырастить цветной хлопок и уже собрали первый небольшой урожай. В 5 штатах Индии выращивают цветной хлопок. А цветной хлопок предоставил ценную возможность бразильским фермерам из полузасушливых регионов в выращивании, так как более высокая цена, которую за него предлагают, побуждает фермеров специализироваться на выращивании цветного хлопка. Турция расширяет свое производство тканей из цветного хлопка. Ученые Института хлопководства Казахстана тоже вывели 2 первых цветных сорта, бежевый и краснолистный. Казахстанский цветной хлопок появился путем скрещивания. Представьте, когда после многократного, порой тысячекратного скрещивания происходит чудо. Вырастает хлопок необычного цвета. Точно так же, как зацветает черный тюльпан или голубая роза. Ну а что Россия? Удивительно, но и в России можно выращивать цветной хлопок. Вы удивитесь, но в течение последних 10 лет изучение цветного средневолокнистого хлопчатника проводилось в Астраханской области. Это крайняя северная точка выращивания хлопчатника, 48 градусов северной широты. Правда, здесь недостаток положительных температур, который усложнил задачу фермерам. Тем не менее, в результате селекционерами была выделена линия со светло-коричневым волокном, полученной методом индивидуального отбора из гибридной комбинации туркменского коричневого волокна и албанского белого. В 2019 году эта линия была внесена в реестр сортов сельскохозяйственных культур России как сорт Браун. Волокно сорта Браун нежного абрикосового оттенка светло-коричневого цвета относится к 5-му типу 2-1 сорта. С такого волокна можно делать разные ткани, шифоны, зефир, поплин и можно делать трикотаж. В Лиманском районе цветной хлопок выращивает фермер Василий Фурсов на 4000 квадратных метров. А доктор сельскохозяйственных наук профессор Айбек Кимсанбоев впервые вывел на своем опытно-экспериментальном поле в Волгограде также новый сорт цветного хлопчатника. В результате 5-летних исследований, проведенных в лаборатории и
в экспериментальных полях он вырастил сорта хлопка цвета хаки, светло-кофейного, песочного, зеленого, файбер фокс, лисьего цвета и темно-бурого цвета. Где же чаще всего применяют цветной хлопок? Его используют для повседневной одежды, в производстве нижнего белья, футболок, худи и как интерьерные материалы. Производят много хоум-текстиля, полотенца, постельное белье, в общем все то, что прикасается к вашему телу и может вызвать аллергию на красители. Отдельно стоит выделить линии абсолютно экологичной детской одежды, которая весьма популярна. Изделия из цветного хлопка практичные, привлекательные, не линяют при стирке. Его используют такие фирмы, как Levi's, Lily Bean, Allen Fisher и Fieldcrest для изготовления одежды цвета хаки. На неделе эко-моды в Бразилии, в Сан-Паулу, компания Natural Cotton Color, про которую я вам говорил, представила новые джинсы, изготовленные из волокон BRC Ruby. Кстати, изделия из цветного хлопка, в том числе этой фирмы, маркируются вот этими тремя буквами NCC. Этот продукт получил широкое признание также и на знаменитой парижской выставке Premier Vision, которая считается главной выставкой текстильного мира. Компания NCC чаще всего использует коричневые сорта хлопка для своих тканей. Тем не менее, нынешнее потребление цветного хлопка еще находится на стадии зарождения. При этом экологи активно призывают фермеров выращивать цветной хлопок для снижения пагубного воздействия красителя на экологию. Ну а вы не теряйтесь и покупайте изделия цветного хлопка, если, конечно, найдете их в продаже. Всем привет!